Всех приветствую, друзья, добро пожаловать! В этом ролике я вам расскажу, как можно работать своего смартфона, как можно работать, самое главное зарабатывать, что для этого нужно делать. И этот ролик будет полный обзор нашего торгового терминала, нашей платформы, именно со смартфона. То есть, потому что очень многие пользователи, очень многие трейдеры всегда просили, спрашивали: Ник, ну научи, покажи, как же уже наконец-то работать со смартфона. В этом ролике я покажу вам каждую кнопку, что она означает, к чему приводит, какие результаты дает. Также обязательно, как обычно, поторгуем, сделаем какой-то результат, естественно, заработаем. И, конечно же, лайк, подписка. Все, погнали, приступаем сразу. Ролик, скорее всего, будет длинный, поэтому запасайтесь чашечкой кофе. Погнали. Все начинается, конечно же, с запуска торгового терминала. То есть, если обычно мы работали, торговали на Pocket Option, то есть все ролики так записывал, вот теперь я на Pocket практически не захожу. То есть, я всю работу веду только как раз-таки с нашего торгового терминала. То есть, это партнерский сервис, который работает с биржей Pocket Option. Для этого я закрываю Pocket Option, открываю по Signals. Здесь что нужно сделать? Как я уже в предыдущем ролике рассказывал, то есть принцип одинаковый для компьютера, для смартфона, то есть на всех устройствах принцип работы совершенно одинаковый, разница только в размерах экрана. Даже кнопки располагаются практически там одинаково, но компоновка только меняется. Что нужно сделать? Регистрируемся. Регистрируемся на данном сервисе. Все. Легко и просто. Ну, как бы пройти регистрацию, думаю, сможет каждый. Если вы не можете пройти регистрацию, то я считаю так, что, наверное, не надо влезать в столь достаточно глубокую финансовую сложную тематику, если вы даже не можете пройти элементарную регистрацию. И просто по шагам, по инструкции. Наш сервис сам говорит, какие шаги, какие инструкции нужно проделать. То есть здесь все легко и просто. Нажимаем кнопку «Открыть инструменты». У нас открывается такое меню. Здесь мы выбираем, соответственно, Spectra Charts, то есть это графики Spectra, Enigma, торговый наш бот, и как раз есть Академия трейдинга. То есть, как уже рассказывал в предыдущем ролике, Академия — это как раз-таки то, что нужно новичкам. Это 100 уроков, 14 разделов, бесплатно для всех наших партнеров. То есть в интернете такие материалы, мануалы продают буквально за сотни долларов, там за $1000. У нас это все для партнеров бесплатно, то есть прямо обучаться может каждый. Сейчас речь не об этом, возвращаемся обратно. Выбираем здесь Spectra Charts, это графики Spectra, это наш торговый терминал, наш фирменный торговый терминал, назовем его так, на котором как раз таки происходит вся работа, на котором есть все сигнальные боты, на котором можно анализировать график, понимаешь, что делаешь, обучаться можно, любые инструменты создавать свои собственные, то есть все можно делать прямо здесь. Зашли, когда мы уже на сервис, здесь мы, естественно, видим нашу аватарку, здесь мы видим наш баланс, где переключается с демо на реал, то есть все в один клик переключается молниеносно. Кому необходимо, скрываем баланс, показываем баланс. Далее есть кнопки «Пополнить», можно пополнить свой депозит прямо не уходя с нашего сайта, то есть не переходя на биржу Pocket Option, то есть откроется специальная страничка, помогает вам пополнить депозит. То есть все интуитивно, легко и просто, то есть видим пополнение через Pocket Option, потому что Pocket Option в данном случае это как платежный агрегатор у нас выступает. Далее нажимаем, допустим, вывод, то есть мы заказать можем вывод средств. То есть переходим к выводу, открывается специальная страничка. Вывод я буквально недавно сделал, поэтому все, на балансе у меня сейчас $23 тысячи, $23 145. Следующее, что нужно сделать, когда вы зашли уже на торговый терминал, и когда вы видите пустое окно, по сути. Здесь все, опять же, интуитивно, легко и просто. Мы нажимаем «Новый экран». У нас появляется торговый экран с активом, то есть какой сейчас у нас OTC актив открыт, все, замечательно. Есть также у нас OTC и реальные активы, то есть биржевые, Форекс, рынок, который работает 5 дней в неделю. Можно выбрать, то есть любой себе инструмент, какой вам подходит для работы, для торговли, то есть это реальный рынок или OTC, внебиржевая торговля, это как раз таки торговля внутри Pocket Option, то есть среди других трейдеров, то есть мы торгуем и против алгоритмов, по сути, биржи, то есть на основе старых исторических данных, то есть это сложная математика, которая формирует графики в реал-тайм в текущем времени. Выбираем криптовалюту или акции, то есть у нас есть выбор свободно, выбираем то, что вам удобно. Хочу обратить внимание, что реальный рынок доступен только на валютных активах. На крипте нету реала, на акциях нету, только на валюте. Соответственно, мы, например, выбрали какой-то актив, все, что делать дальше? Да, мозг взрывается, разрывайте. Давайте я расскажу, что находится у нас на экране. Первое, это у нас находится как раз-таки рабочая область терминала, то есть это график, как раз-таки экран со всеми графиками. Если мы будем пальцем вводить по экрану, то есть я сейчас мышкой вожу для того, чтобы мне комфортнее было видео записывать, то есть можно вот пальцем вводим по правой области, вы просто сейчас не видите, потому что, ну, вот неудобно, к сожалению, когда записываешь именно в руках смартфон держа, поэтому я записываю с мышкой.
Мы вводим по правой области, у нас меняется как раз-таки растяжение, то есть мы можем менять, по сути, формат, размер графика. Можем отдалить, то есть обычным свайпом пальцами, и можем приблизить, соответственно, щипком. Далее есть у нас плюсик-минусик, мы прибавляем, отдаляем. И есть обновление, сброс. Сбрасываем в исходное состояние. То есть неважно, как мы накрутим, что мы сделаем, ошиблись, сбросили в исходное состояние конкретно размер графика. Следующее есть 3 точки. Это как раз таки управление текущим экраном, текущим единственным открытым экраном. 3 точки нажимаем, например, выбираем реал рынок, к примеру, и единственное переключение здесь делаем, все, у нас становится реал рынок. Chief GPI открылся актив. Высокодоходный, поскольку у меня в настройках уже указано, к этому скоро вернемся. Также есть 3 точки. Давайте, ну пусть будет, да, вот все нажмем, например. Можно быстро скопировать актив, видим, скопирован. И, например, мы отдалили, куда-то ушли, нажимаем 3 точки и перемещение. То есть быстрая перемотка к текущему, как раз к текущей свече. 3 точки нажимаем, доходность от 92, например, процента, или же оповещать ниже 90%. Что это такое? Это как раз-таки настройка, к которой мы скоро вернемся. Это индивидуальная настройка к текущему активу, которая позволяет нам именно, допустим, видеть только доходные активы, то есть высокодоходные активы. Мы не будем видеть с низкой доходностью, будем видеть только высокие. И опять же, при падении доходности мы будем видеть оповещение. То есть здесь будет написано, что доходность по активу снизилась. Переходим далее. Здесь как раз то, что я уже показывал. Нажимаем на название актива, и мы можем вручную выбрать, открыть любой актив, реал или OTC рынок. Далее, следующая у нас иконка, вкладка, это выбор таймфрейма и типа свечей, свечной или Heiken Ash. Выбираем, например, свечной и любой таймфрейм, например, S5 выбираем, S15, можем выбрать какой-то там другой, более старший таймфрейм, например, часовые свечи, и можем уже по ним работать. То есть здесь мы выбираем конкретно таймфрейм. Пусть будет, давайте, M1 останется. И вот эта вкладка, где у нас 1 из 1, здесь работа с экранами, как раз работа с рабочими нашими активами. Мы нажимаем, допустим, экраны, и у нас добавляются новые экраны. Что это значит? Это значит, что нам не нужно переходить вот сюда в каждый актив индивидуально, что-то выбирать, искать. Мы переходим в массовые активы, быстро переключаемся и быстро открываем то, что нам нужно уже из того, что у нас есть рабочие. То есть все активы, которые здесь добавляются, на них можно одновременно открыть какие-то боты, индикаторы и уже одновременно на 15 графиках, то есть до 15 активов можно открыть, видим, не более 15. 15 графиков открыл, и одновременно на них будут отображаться одинаковые торговые инструменты. Но что же делать? Видим, сейчас у нас здесь все активы совершенно одинаковые, они повторяются, они идентичны. Зачем нам идентичные активы в работе? Правильно? Правильно. Для этого мы нажимаем кнопку «Вперед». То есть у меня сейчас терминал уже настроен, я вам покажу, какие настройки нужно будет сделать, и видим, все активы, совершенно все у меня стали разными, то есть они все изменились, нет ни одного повторяющегося, потому что одновременно все они переключаются и, так скажем, уникализируются. Закрываем текущее окно. Следующее у нас, что есть, это как раз-таки время экспирации. Устанавливаем время экспирации, допустим, здесь на 1 минуту, на 2, на 3, на 5, насколько вам удобно, хоть на час сделки открывайте, все это поддерживает. То есть можно и вручную установить, хоть на там, 4 часа, но больше 4 часов, на самом деле, мы сделали, смысла нету, да. Допустим, ставим M1, все, настроили. Нажимаем на часики, вот такие часики. Открывается у нас вариант работы по флажку. Что значит по флажку? То есть мы до ближайшей минуты будут открываться сделки. То есть сейчас видим 17:24 закроется сделка. У нас идет полная синхронизация как раз таки с биржей Pocket Options с графиками. То есть видим до 24 минуты будет сделка. Можно установить дополнительное время, то есть плюс 30 секунд, например, или там плюс 15 секунд. Закрываем, например, оставляем, пусть у нас будет по как раз таки на фиксированное время экспирации. Следующее. Выбор суммы сделки. Здесь тоже все легко и просто. $10, $20, как вам удобно, так и настраиваем. То есть все, что хотите, то и делайте. Кнопки в панели. Что это значит? Сейчас у нас панель минималистичная, специально для смартфонов, то есть чтобы больше графика влезало, то есть чтобы больше рабочей области у нас была. Нажимаем здесь мы кнопки в панели. И у нас появляются вот такие кнопки. То есть мы быстро можем на любой множитель умножить, уменьшить. То есть сумму постоянно можем с множителями работать. То есть все, чтобы было под рукой. Выбираем, к примеру, отключаем и ставим лимит суммы сделки. То есть это больше какой суммы сделки вы случайно, например, не нажмете. Установим там лимит, например, там кто-то $100 может установить, кто-то $50. Если вы пытаетесь ввести сумму больше, чем она у вас указана, то у вас ничего не выйдет. Вот я установил 900 случайно, допустим, нажимаю купить, сумма сделки $900 превышает установленный вами лимит $800.
Все, защищен депозит уже получается. Давайте установлю на $10, чтобы случайно ничего не нажать, ничего не испортить. Здесь я выключу. Закрываю данное окно, и можно также устанавливать по проценту от депозита. Например, депозит $23 145, 1%, это у нас будет примерно, ну не примерно, $231 45 центов сделка откроется. Вот, то есть, как вам удобно, и, соответственно, уже множитель будет работать на процент, а не на как раз-таки сумму вашего депозита. Закрываем, устанавливаем в долларах, пусть $10 будет. Следующее, естественно, кнопки «Купить», «Продать». Важный момент, чтобы вы знали, как это работает, что почему сделка какая-то, например, не открылась. Нажимаем «Купить», но у нас низкая доходность, например. Нажимаем «Купить» и написано «Низкая доходность». Вы можете купить все равно, то есть проигнорировать предупреждение, но вот хотите вы открыть прям, ну вот не терпится, нажимаете «Купить» или же отменяете данную сделку. Все, отлично. Следующее, перехожу к настройкам. Это очень важный момент, потому что от этих настроек зависит как раз-таки вот эта вот уникальность, уникальные активы, чтобы они не повторялись. Переходим в настройки, это как раз-таки правый нижний угол у нас сейчас. Тип рынка выбираем OTC или Real, то есть это как раз-таки работа со всем терминалом, то есть не только с индивидуальным активом вот эти три точки, а это массовые настройки, влияющие на весь торговый терминал. Давайте сразу перейду в раздел «Терминал», показываю свои настройки, говорю, что желательно включить, то есть если вы хотите видеть уникальные активы. Таймер закрытия свечи включен, то есть это таймер, вот этот вот самый таймер. Далее переходим «Показать сетку», это то, что у нас на фоне. Видим сейчас просто черный фон, нажимаю как раз-таки «Показать сетку», и видим, сетка появилась, отлично. Горячие клавиши, выкл-вкл. Все элементарно просто, горячие клавиши, но это для смартфона по сути ни к чему, то есть они больше универсальная настройка для торгового терминала на компьютере, то есть на большом экране и на маленьком. Здесь на смартфоне это вам ни к чему, если только вы клавиатуру не подключите. Далее, масштаб по умолчанию у меня стоит крупный, то есть можно кастомизировать, и график на фоне будет увеличиваться или уменьшаться. То есть стандарт, некий стандарт, когда вы сброс вот этой настройки делаете, то есть он будет приходить к этому стандартной настройке, к этой. Далее у нас есть отступ справа средний или же маленький, допустим, или большой отступ. То есть мы регулируем вот этот отступ данной настроечкой, например, там маленький, все. Маленький отступ, ну, чтобы у вас больше свечей, например, влезало в торговое окно, в рабочий экран. Далее, запоминать зум графиков включено. Это для того, чтобы когда вы какой-то актив приблизили, например, вот так вот сделал актив, и здесь при переключении все активы будут такие крупные. Но любые другие активы, видим, стандартного размера. Все, перехожу к GBP GPI, вот он, крупненький. Я могу сбросить, и все придет к единому размеру. Как бы здесь все интуитивно, легко и просто. Один раз научиться. Да, я понимаю, мозг будет взрываться, пухнуть, особенно первое время, но никуда без этого. Да, мы работаем над терминалом уже 1,5 года, там 2 года практически скоро будет. Вы же только начинаете вникать, и не бывает такого, чтобы вы пришли какую-то в тему, и все, вот так вот у вас просто за один день вы все поняли. Нет? Поковыряйтесь, покликайте, что-то сломаете. Все наши партнеры без проблем могут мне лично написать, или же в наш партнерский чат, поможем всем, всему научим. Можно также кастомизировать цвета свечей, то, что я рассказывал в предыдущем ролике. Я говорю, вот, все настройки идентичные, но у нас 50% оказывается, 50% партнеров наших и вообще зрителей на ютубе работают со смартфона и вообще не имеют возможности работать с компьютера, там, с веб-терминала. Поэтому мы сделали максимально идентичную компьютерную версию, то есть, ну, полной версии, да, мобильную версию. И это все прекрасно работает. Важный момент, включаем массовые действия, если вам нужны массовые таймфреймы, массовые скрипты. Как бы вот эти три настроечки включены. Переходим в рынок, и как раз-таки то, что мы включили массовые действия, вот это все влияет на OTC или Real рынок. Вот видим, я сейчас включил Real, я перехожу вот сюда в активы, видим все OTC, делаю массовое переключение, и у меня один переключился как раз на реальный рынок, остальные не смогли, доходность не подошла, кстати. И здесь мы как раз делаем, давайте доходность, пусть она будет у нас составлять там 70% для того, чтобы сейчас вам как пример это показать. И я перехожу, переключаю, видим все активы, переключились, видим, вот они с низкой доходностью есть, видим, желтеньким помечены, желтеньким, то есть нас предупреждает, везде предупреждение такое есть. Видим, низкая доходность. Что можно делать с этими активами? Нажимаем три точки, или же, если вы со смартфона работаете, долго держим по экрану, в моем случае это правой кнопкой мыши, я как бы здесь нажимаю, да, вы долго держите просто по экрану. Появляется такое меню. То есть принцип одинаковый, вот оно, меню. Можно закрепить актив, если вы хотите, например, там, с этим активом работать, чтобы он не переключался в массовых действиях. То есть я вот нажимаю вперед, но сейчас активов свободных нету. И он будет закреплен у вас всегда на экране.
Я сейчас его открепляю. Далее можно задать какой-то флажочек, там red, красненький флажочек, замечательно, там переключили его на синий, или же там, например, можно его отключить. Так, давайте секундочку, не сюда жму. Так, флажочек, снимаем blue. Можно скопировать актив, если вам это необходимо индивидуально, или же правой кнопкой мыши скопировать актив, вот так вот туда. Можно развернуть на весь экран, к примеру, чтобы там проанализировать что-то, посмотреть, изучить, там, отдалить конкретно актив, чтобы внимательнее больше в него вникнуть, что-то поделали и нажали также долгий тап по экрану, свернуть. Замечательно. И как удалять экраны, то есть не хотим мы видеть все 15 графиков, к примеру, нажимаем 3 точки, удалить, все, у нас здесь 9, здесь 5, того 14. Отлично. Я понимаю, что я быстро объясняю, не хочу слишком надолго растягивать этот ролик, он и так будет у нас долгим по-любому, в любом случае, так же, как предыдущий. Поэтому, если вам что-то непонятно, ставьте замедление, просто замедленный просмотр и смотрите на скорости 0.5. Вы все поймете. Я стараюсь объяснять максимально четко, ясно, понятно, куда, как, что нажимаю. Следующим шагом перехожу в настройки, как раз таки здесь я включаю OTC. Почему OTC? Потому что больше высокодоходных активов, то есть ставлю 92 доходность по активу. Далее мы видим автопереключение низкодоходных активов. У нас появилась такая настройка, даже в предыдущем ролике этого еще не было. Автоматически все низкодоходные активы у нас будут переключаться, то есть доходность упала, например, с 92 до там, 70%. Конкретно вот эта настройка влияет на переключение. Здесь установлен 90, ниже 90 упадет, а актив автоматически будет искаться, то есть терминал будет автоматически искать высокодоходный актив. Далее, автопереключение всех пар, можно включить автопереключение и интервал в минуту, то есть автоматически будет идти переключение активов. Допустим, доходность где-то снизилась, и он или не снизилась даже, или вы хотите, чтобы у вас скрипт автоматически обновлялся и искал новые какие-то ситуации. Он сам будет перещелкивать активы и показывать вам только высокодоходные с самыми лучшими ситуациями. Будет перебор, так скажем, идти. Отличненько. И уникальная пара. Уникальные пары, это как раз-таки влияет на массовое действие. Здесь я переключаю, вот они. Сейчас у нас не уникальные стали, потому что я выключил настройку. Включаю теперь как раз уникальные активы, уникальные пары. Перешли, нажал вперед, все стали уникальные. Здорово. Следующим шагом у нас есть также встроенный торговый менеджер. То есть я иду, давайте с конца, потом вернемся к сделкам. Сейчас рассказываю про торговый менеджер. Что это такое? Это торговый менеджер, который автоматически помогает вам проводить торговые сессии, если вы вручную работаете, без автоторговли. И также имеется дневник трейдера, куда идут все записи, как раз таки, куда записываются совершенно все сделки. Я вот честно признаюсь, как запустили автоторговлю, даже свои сессии на долларовом счете еще не запускал. То есть это там какой-то ролик записывал, да, предыдущий один на канале. И по одну сессию провел, поэтому записи нету. Сделаем запись, чтобы шли также по автоторговле. По-любому это необходимо, чтобы все торговые сессии по автоторговле записывались. И сюда, соответственно, записываем сделки. Можно там добавить комментарии ко всей торговой сессии, сохранить, например, какие вы эмоции испытывали, что вы делали, на что обращали внимание в момент этой торговой сессии. То есть все можно записать. Также можно здесь пальцем свайпнуть, нажать 3 точки, например, отредактировать какую-либо сделку. То есть какое у нее направление было, сумма, доходность. То есть все можно отредактировать. И также как раз-таки вот на самый торговый менеджер, который помогает проводить торговые сессии, где мы настраиваем Martingale, то есть вы можете в предыдущем ролике посмотреть вообще у меня на канале, как я это делаю. То есть первая сделка, например, там на $80 вы открываете, какой множитель установите, какая выплата. Выплата не сильно влияет, потому что автоматически запись в дневник трейдера идет в соответствии с тем, какой здесь был указан процент, по доходности актива записывается. То есть все автоматически делается здесь, по сути, для ручных заполнений. То есть начали сессию, к примеру, да, мы зашли в торговый менеджер и хотим какую-то сделку внести, здесь вручную выплату установили, здесь установили сумму сделки, если она у вас отличалась, например, от того, что вы сами делали, то есть, от того, что на графике было открыто. Здесь мы как раз-таки заполняем все необходимые данные, там плюс или минус по сделке был. Здесь у нас быстрый режим, то есть это что значит быстрый режим? То есть нам не надо заполнять каждое название актива, время экспирации, комментарии записывать. Если мы выключаем, то нам нужно внести все эти данные. То есть мы ведем свой дневник трейдера. Все встроено в торговый терминал. Не надо теперь блокнотики использовать, таблицы Excel, ничего лишнего не нужно. То есть все встроено. Закрываем здесь, торговую, давайте сессию здесь тоже завершу, потому что она сейчас ни к чему нам. Закрываем данные пункт, данную настройку, переходим в календарь.
экономический календарь помогает вам на реальном биржевом рынке, если вы торгуете на активах не OTC, а как раз-таки на биржевых реальных активах, на мировом рынке, тогда вам важно видеть, какие новости сейчас в моменте происходят в рынке. Мы выбираем волатильность средняя, допустим, давайте, и выберем высокую. То есть, вот как я всегда говорю, вокруг этих новостей мы не торгуем за 30 минут до, уже остается, видим, допустим, по Канаде у нас 9 минут, за 30 минут до и 30 минут после не торгуем. То есть, например, какие-то важные новости у нас средней важности приближаются, особенно по Америке, по Канаде, Австралия, Япония, то есть Европа. Мы не торгуем. Россия, можно не обращать здесь внимания, особо никак на рынок на самом деле не влияет. И в этот момент вокруг новостей мы не торгуем. Просто пережидаем, отдыхаем, затем возвращаемся, себе можем календарик, напоминалку поставить на смартфоне. Зашли в календарь, да, там установили какую-то дату, время и все. Затем вернулись в рынок, например, поторговали. Сейчас мне это не важно, поэтому закрываю. Далее у нас есть пункт сделки. Здесь все логично. Открытые сделки, которые прямо сейчас в работе находятся. Давайте на демо-счет переключаюсь и, к примеру, открываю сделку на покупку. Перешли в сделки. Она как раз здесь у меня отобразилась. Вот она, открытая сделка. Давайте на Pocket Option перейдем. Я хочу вам показать то, что вот открыл сделку. Давайте переходим в открытые. Прошу прощения, переходим в открытый, но на демо-счет переходим. То есть открываю демо-счет, потому что на демо уже открыл. И вот она, эта самая сделка. То есть давайте вот так вот переходим обратно в торговый терминал. Давайте, допустим, там 2 на продажу открываем. Возвращаемся на Pocket Option. Вот он у нас. И 2 сделки, они здесь появились. То есть моментально появляются как раз-таки на бирже. То есть все сделки автоматически синхронизированы и автоматически отправляются на биржу. То есть, на задержке у нас просто минимальные, молниеносно все работает. Следующее. Переходим в закрытые. Закрытые — это все сделки, которые мы закрыли. Сейчас конкретно это по демо-счету. Все закрытые сделки. Потому что открыт у меня демо-счет. Вот они, видим. Сюда пришел. Минус есть. Все отлично. Смотрим, нажимаем прямо на саму сделку и смотрим по ней результаты. Можно сделать скрин, там другу отправить или в наш партнерский чат, показать свои результаты, поделиться. Все без проблем можно сделать. Нажимаем «Закрыть». Следующее, что мы видим, это рисование на графике. Так же, как и на компьютере можно рисовать. Единственное, да, я соглашусь, это не очень удобно делается как раз-таки с смартфона. То есть это не очень удобно. Хотелось бы заметить, я всегда говорю, что если ты серьезно подходишь к торговле, какой-нибудь хоть маломальский ноутбук желательно иметь, там, я не знаю, MacBook, неважно, потому что на маленьком экране физически неудобно такими вещами заниматься, мало чего видно. Однако, чем можно заниматься, это как раз автоторговля, то, к чему мы сейчас придем. Следующий у нас раздел скрипты. Что такое? Это все скрипты из каталога нашего бота, из нашего торгового терминала, который создаю я, который создают наши партнеры, и вы можете как раз-таки взять в каталоге скриптов любой инструмент и открыть его на графике. Имеется рекомендуемые, то есть то, что мы добавили как избранное сюда, которые чаще пользуются нашими партнерами, которые вообще в целом интересно партнерам по большему счету. Далее есть также любые инструменты, скрипты, которые можно добавить с каталога. Имеется у нас поиск, можно искать по названию или по автору, если вы знаете, кто автор, то есть логин из Телеграма. По названию, например, просто пишем там элементарно, флип. К примеру, я просто все показано флип, потому что он быстро мне в голову приходит, потому что постоянно с ним сейчас работаю. Вот он, видим, FlipCore, версия 5. Нажали, это конкретно мой скрипт, вот видим. Давайте что-нибудь другое подберем, нажимаю FlipCore, видим JavaScript, то есть можно скопировать код, если он открытый, если вам он необходим. Видим, описания нету, видим, вот он, FlipCore, бам, 18 человек используют, 7 месяцев назад добавлен. Вы, когда находите в каталоге скриптов какой-то инструмент, нажимаем кнопку «В избранное», для того, чтобы добавить его к себе в избранное и из избранного добавить на график. То есть вот видим, чтобы запустить скрипт на графике, откройте избранное, нажмите на него. Нажимаю избранное, открывается как раз таки избранное, и вот он, FlipCore. Все, добавил на график, нажал на него, он добавился. Как удалить с графика? Нажимаем долгим тапом на смартфоне, открывается такое меню. Скопировать актив — это название, закрепить актив — это то, что я вам показывал, закрепится, соответственно, вот здесь это закрепление произойдет. Давайте открепим. Развернуть на весь экран уже показывал, вот они, активные скрипты, все скрипты, которые вы добавили на график. Сейчас он здесь один, здесь их может быть 5, 10, 15, 20, но я не рекомендую слишком много, это просто вам будет неудобно и будет мешать. Конкретно вот он, FlipCore. Можно скрыть на скрипт настройки перейти, например, скрываем скрипт, то есть, вот он у нас график пропал, показываем.
Переходим в настройки. Здесь управляем настройками. Конкретно есть стиль, параметры скрипта. То есть параметры — это все, что мы настраиваем. Стиль — это все, что относится к визуализации настройкам. Там бывает шрифт добавлен, то есть в зависимости от инструмента. Настройки могут меняться. Далее есть пресеты. Что такое пресеты? Сейчас значение по умолчанию стоит. Я нажимаю плюсик. Сохранить как. И я, например, называю там мой личный, да просто как хотим называем, для того, чтобы поделиться с другом, чтобы вам было понятно. Или вы называете там мой высокодоходный, или еще как-то. Нажимаем создать кнопку. Нажали. У нас пресет сохранился, он у вас в личном кабинете, соответственно, остался. Все, замечательно. Что же делать дальше? Он у вас автоматически скопировался. Он был скопирован как раз в буфер обмена. То есть можно поделиться этим пресетом, просто он вот копируется, да, или же импортировать пресет нажимаем. Вставляем его сюда и нажимаем импортировать. Все, все настройки, вот, допустим, вы какие-то параметры меняли, здесь что-то изменили, здесь изменили, все изменили, они применяются молниеносно, моментально. Давайте также покажу то, что я показывал в предыдущем ролике. Мы берем любой другой какой-нибудь скрипт из каталога, давайте не из каталога возьмем, а из ботов. Беру просто вот Oracle, добавляю себе. Перехожу в настройки. Oracle, и я пытаюсь под другой инструмент этот самый пресет вставить. Я вставляю, допустим, этот, нажимаю импортировать, и у меня ничего не происходит. Видим, этот код относится к другому скрипту. Почему такое пишет? Потому что этот код, от флипа у нас, то есть от другого бота, то есть происходит автоматическая проверка, не дает вам случайно не туда что-то подставить и все испортить. Видим, есть такое предупреждение, замечательно. Нажимаем отмена. Все, удаляем все инструменты с графиком. Давайте удалю. Просто можно нажать удалить все, можно поштучно удалить скрипт, или же просто разом удалить вообще все, что открыто. И следующим шагом можно также создать скрипт. У нас есть промпт, мы нажимаем его, и промпт скопирован. Вставьте во внешний АИ, опишите задачу. Да? То есть у меня как раз-таки в предыдущем ролике рассказывал, как это делать на основе бесплатной нейросети DeepSeek. Здесь и в этом ролике я не буду это затрагивать, потому что со смартфона это просто неудобно работать, вы должны понимать. Такие масштабные какие-то действия глобальные. Кто-то работает, у нас есть много партнеров, буквально много, вот прям реально есть, кто только со смартфонов и работает. Создает ботов, тестирует, исправляет, торгует. И все это только смартфоном. Мне это просто не особо удобно делать. Есть также шаблоны. Мы можем взять какой-то шаблон и обучить с помощью этого шаблона нейросеть. То есть писать определенные инструменты. Как это правильно делается. Также, когда вы вставляете сюда какой-то код, добавите, допустим, EMA, пусть будет, да, мы нажимаем кнопку «Проверить», происходит автоматический тест скрипта. Есть ли какие-то с ним проблемы, автоматически на свечах прогоняется данный скрипт. Если будут проблемы, здесь будет написано «Копируем эту проблему». Какая у вас здесь появилась, например, красный, желтого цвета бывает, то есть от важности этой проблемы. Отправляем нейросети, просим, исправь, пожалуйста, ошибку. Она вам исправляет. Далее, также параметры. Сразу вам показывают, какие параметры у этого скрипта есть. Можно протестировать, посмотреть. Супер. Закрываем. И настройки. Соответственно, категорию бота выбираем, индикатор или же просто другая категория. Выбираем статус кода. Хотим, например, сделать код приватным. То есть какой-то ваш секретный скрипт, который вы не хотите, чтобы никто видел. Нажимаем закрыт. Если хотим, чтобы он был публичный, нажимаем открыт и описание. Задаем публичное описание, что этот код, что этот инструмент делает. Закрываем. Отлично. Нажимаем отмена. Не нужно нам этот бот редактировать. Закрываем. Все. Следующий шаг – это автоторговля. Это автоматические торговые инструменты, которые можно запускать даже на смартфоне. То есть у вас боты сами будут торговать прямо на графике. Как что делать? Объясняю. Есть кнопка «Авто». Нажимаем. Авто это не машина, это автоторговля. Видим, сейчас нет запущенных скриптов. Супер. Допустим, давайте мы добавим на график какие-то инструменты. Пусть это будет у нас, давайте, FlipCore. Давайте я на основе его, потому что работаю, торгую в основном. Выбираем FlipCore. Пусть будет, давайте, еще какой-то у нас индикатор мы добавим какой-то, пусть это будет MACD, просто, для наглядности, вот он, MACD открылся. То есть мы можем также увеличивать, уменьшать, то есть можем перейти в настройки любого инструмента, как раз, да, отредактировать его настройки, параметры, например, тот же FlipBot, по которому сейчас я автоторговлю буду запускать, нажимаем настройки. Здесь мы выбираем какие-то параметры, вам нужна экспирация, сколько баров для тестера стратегии, или же, например, блокировать при винрейте ниже 82%, то есть все настройки настраиваем, и, например, фильтр по серии минусов, то есть свежий настройщик, который ночью только сегодня добавил, все мы настраиваем, количество догонов давайте 1,
сохраняем настройки, все, бот применил с этими настройками, видим, бинрейт сразу упал, потому что мы уже немножко догону поменяли. Отлично. Теперь, что делаю? Нажимаю авто, выбираем, какой скрипт у нас запустить. MACD у нас не сигнальный, поэтому бессмысленно запускать никогда, просто бот не дождется сигналов. Поэтому выбираем здесь рабочий бот, с которого вы хотите получать сигналы. Нажал. Супер. Выбираем тип счета демо или реал, то есть где мы хотим протестировать свою стратегию, или же сразу хотим зарабатывать, или же на демо тестировать, то, что делают у нас сейчас партнеры большинство, или же на реале работать, как пока что делают не все, потому что я понимаю, немножко даже страшно запускать. Выбираем стратегию мартингейл или фиксированная сделка, можно выбрать, например, там себе мягкий мартингейл, например, 1 и 3 установить коэффициент, и у вас сделки не будут превышать этот коэффициент как раз таки, не будут слишком быстро уводить ваш депозит в минус. Можно, например, как это делаю я, например, там 2 и 2 установить. Выбираем максимум шагов. Пусть будет 7 шагов по мартингейлу. Следующая у нас настройка есть вот такая вот: продолжать после слива серии. Это для тех, кто, это свежие у нас настройки, для тех, кто устанавливает, например, максимум шагов 2. Допустим, мартингейл дошел до 2 шагов, то есть 2 шага мартингейла, первая, вторая сделка. Бот сбрасывает шаги, и вы снова начинаете с первого шага идти, чтобы не растить по мартингейлу, как снежный ком, сумму вашего там минуса, убытка, если это подходит под вашу стратегию. То есть нажали галочку, все, нажали на вопросик, сразу понятно, что здесь происходит. Можете поставить на паузу, прочитать. Есть как раз таки другие настройки, это вход и лимиты. Вход, что значит? На следующей свече или же сразу по сигналу входим. Давайте выберем на следующей свече. Экспирация 5 секунд, минимальная доходность 92% по активу, то есть будут браться сделки, открываться только на высокодоходных активах. Также есть настройка, которую я вам уже ранее показывал, глобальная была, здесь есть встроена в автоторговлю, то есть это независимая настройка для того, чтобы только в автоторговле работать. Автопереключение всех пар, наводим, читаем, что это такое. То есть автоматически переключает все пары. Далее есть автоматическое переключение именно низкодоходных, то есть это всех пар, а это низкодоходных. Отличненько. Давайте закроем, кстати, еще настройки. Сейчас мы выставим здесь таймфрейм на 5 секунд, для того, чтобы мне быстренько записать этот ролик и дальше продолжить уже как раз-таки его монтаж. Выбрал 5 секунд время как раз-таки таймфрейма на графике, то есть сейчас все активы, которые у меня открыты, то есть все, что здесь открыто, у них у всех установлен S5, потому что массовые действия мы в начале ролика включили. Переходим в авто, вход проверяем, давайте, проверяем 5, все, отличненько, вот, автопереключение всех пар каждые 5 минут пусть будет, к примеру. Лимиты устанавливаем, максимум сделок, пусть будет 10 сделок для данного ролика. Отлично. Перекрывать на той же паре, а максимум одно перекрытие, то есть первая сделка и одно перекрытие на одном активе. Take Profit можно установить, включить, и можно установить стоп-лосс, то есть на каком депозите вот принудительно остановить сделку, даже если там мартингейл у вас уходит куда-то дальше, автоматически по стоп-лоссу при достижении убытка сделка у вас будет закрыта. И первую сделку буду открывать, давайте на $75 установим, чуть-чуть хоть заработаем наконец-то уже, а не только будем изучать наш торговый терминал. Все настроечки проверяем внимательно, очень внимательно проверяйте, чтобы не было никаких у вас ошибок, потому что бот сразу может начать молниеносную торговлю. Я нажимаю «Запустить на реал». Все, сделки у нас сейчас, вот видим, ждет сигнал, то есть уже в ожидании, то есть бот уже запущен. Здесь нам что нужно сделать? Остается только ждать. Ждать, когда же появятся какие-то сигналы. На одном из вот этих 14 сейчас активов, давайте 15 сделаем активов. И сделаем вот таким образом еще. Настроечку нажмем. Клонировать скрипты. Это когда у нас не на всех активах боты добавлены, допустим. Вот, то есть я 15 график добавил сюда в список. И он как раз таки мог быть без ботов. Видимо, у нас сейчас ждем результат. То есть уже бот открыл какую-то сделку. Звук у меня убавлен. Можно прибавить. Сейчас запись звука у нас как раз таки идет на устройство, да, на компьютер. Видимо, уже 2 минуса подряд. Отлично. Остается просто ждать и наблюдать, как работает бот. Все. То есть автоматически открывается график, вы сразу можете видеть, где бот открывает сейчас прямо в моменте сделки. Просто остается ждать. Давайте подождем немножко, понаблюдаем. Можно даже это окно не закрывать. Самое главное, запомните, если у вас подсветка выключается или вы сворачиваете торговый терминал, то бот может остановиться, потому что, к сожалению, Google, Chrome, любые браузеры устроены таким образом, они останавливают вкладки, останавливают приложения, и у вас просто остановится работа полностью. Поэтому рекомендую, конечно же, вам именно как раз таки держать экран всегда включенным, то есть поддерживать его включенным, или же выключить автоматическое отключение и дожидаться.
Вот сейчас сделка открылась, перекрылся бот в плюс. То есть я ничего не делаю, вы можете заметить, там я вот сижу, руки поднял, да, руки на стол, и бот стреляет у нас тут, просто отстреливается, уже 4 из 10 сделок сделал, то есть вот автоматически. При этом было 3 в минус, 1 в плюс. Сам перекрывается, сам все делает. Да, я использую высокорисковую стратегию. Для записи ролика я готов пойти на это, я готов рисковать для того, чтобы вы увидели, как это все реально, в реал-тайм работает. Все, вот бот автоматически открыл сделку, сразу пошел на догон. Есть плюсик, отлично, замечательно, есть плюс. Все, бот снова дальше ждет сигнал, видим, ожидание сигнала идет. Сейчас серия 3. Есть вот такая кнопочка «Открывать пару каждой новой сделки на активном графике». Если вы отключите, то бот будет открывать сделки, но он не будет их открывать здесь вот на графике. То есть он будет их только открывать, он как бы вот здесь визуал будет, не будет автоматически переключать эти самые активы. Поэтому я нажимаю вот сюда и фокусирование, то есть автоматически фокусируется. Захотели восстановить бота, принудительно остановили, нажимаем, например, кнопку «Продолжить». То есть, захотели, вот все, зафиксировали прибыль, полностью закрыли бота. Захотели продолжить, продолжили. И просто ждем снова сигнала, давайте, и дождемся, когда он доработает уже. Я прошу прощения, я думаю, почему у меня нет сигналов, а потому что я сам же в настройках здесь включил вот этот фильтр по винрейту включил, и думаю, что же нет сигналов. Нажимаю сохранить, все, сейчас бот будет больше открывать сделок, уже вот ждет результат, давайте немножечко подождем, понаблюдаем, как будет отрабатывать. Сразу бам, сделку, следующую взял, то есть отработал на 5 секунд сделку, следующий открыл, минус видим, есть. Видим, актив уже готов у нас к работе. Пытается перекрыть в минус, перекрылся в минус. И сразу же видим, достигнуть лимит сделок. Суммарно, пока вот записывал, 10 сделок закрыли, плюс $423. Замечательно. Видим баланс 23 568 у нас долларов. Открываем биржу, открываем здесь, давайте, реальный счет, переходим на реал. Загрузилось у нас, и теперь переходим в раздел сделки. В открытых нету, закрытые, вот они все закрытые сделки. И как вы видели, можно работать теперь, конечно же, с любого устройства, будь то смартфон, будь то персональный компьютер, как я показывал в предыдущем ролике, работать можно совершенно со всех устройств, даже на телевизоре, просто элементарно подключайте мышку, подключайте клавиатуру и можно работать. Единственное, нужно всегда качественный, стабильный интернет. Надеюсь, вам понравился этот ролик, с вас обязательно лайк, подписка на канал, у вас будет обязательно много денег, обучайтесь, зарабатывайте. Пока-пока.